Всем привет! С вами канал со сложным названием, и сегодня мы делаем обзор на Bike X3. Что можно сказать про внешний вид автомобиля? В первую очередь выделяется передок. Чем же он выделяется, так это крупной фальш-радиаторной решеткой, которая обведена пластиковой рамкой по хрому. Посадка фар. Фары посажены достаточно высоко. Во всех исполнениях фары светодиодные у нас. Противотуманная оптика выполнена в виде воздухозаборников с формой бумеранга. В целом автомобиль выглядит модно, современно и привлекательно, но далеко не бюджетно. Теперь посмотрим, как она выглядит в профиль. В профиль авто смотрится ярко и динамично. Выделяются дутые формы, также выделяются арки с пластиковыми накладками. Установлены колеса с шинами 215/50 R17 и алюминиевыми дисками. Повсюду установлены вентилируемые дисковые тормоза. Стояночный тормоз электрический. На кроссовере спереди установлена независимая Макферсон, а сзади полузависимая торсионная балка. Слушай, а что по коррозии? Просто в комментариях часто пишут, что китайские автомобили сгниют там за год, за два. Ну, во-первых, здесь очень хорошее лакокрасочное покрытие. Во-вторых, днище покрыто антикоррозийным составом. Можете посмотреть, мы покажем это. А в-третьих, предоставляется гарантия на 3 года или 100 тысяч километров, в зависимости, что быстрее настанет. Давайте посмотрим на задок. Корма у нас органична. Украшена стильными габаритными фонарями, которые соединяются хромированным лучом с надписью Beijing по центру. Дверь у нас достаточно компактная и мощный задний бампер. Давайте посмотрим, что у нас в багажнике. К сожалению, нет сервопривода. Что у нас по багажнику? Багажник у нас достаточно компактный. Посмотрим, что у нас прилагается. Малоразмерное запасное колесо, то есть докатка. И по шумке, к сожалению, она отсутствует. Забыл. Достаточно, кстати, места под газовый баллон, так что без проблем можно установить. Есть разные кармашки. Багажник имеет около 350 литров, но если сложить спинки сиденьев, то мы получим все 800. К сожалению, если сложить спинки, у нас не получается ровный пол, так что поспать здесь не получится. Посмотрим, что у нас под капотом. Забыл, как это делается. Опа. Что касается начинки, то здесь устанавливается два варианта агрегатов. Это либо атмосферный бензиновый 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания на 116 лошадей и 148 ньютон-метров крутящего момента. И расход у него будет примерно в среднем режиме 6,8 литров. А также может устанавливаться 1,5-литровый турбомотор на 150 лошадей уже и 210 ньютон-метров крутящего момента с средним расходом где-то 7,2 литра. Атмосферный двигатель трудится в паре с 5-ступенчатой механикой либо автоматом, а турбированный мотор работает в паре с 6-ступенчатой механикой либо вариатором.
Размеры Bike X3 таковы: длина 4325 мм, ширина 1830 мм, высота 1640 мм, колесная база 2570 мм и дорожный просвет в 180 мм. Автомобиль оснащен исключительно передним приводом. Первое, что бросается в глаза, это трехспицевый приплюснутый мультируль. Перенесена мультимедиа. К сожалению, нет подогрева, но материал достаточно приятный на ощупь. Руль у нас регулируется только по высоте, по вылету не регулируется. В целом интерьер подчеркивает доступную роскошь, а также некие спортивные элементы. И в свою очередь он достаточно напичкан самыми современными технологиями за такую цену. Комфортные передние сиденья с отчетливой боковой поддержкой выполнены из кортекса, а также из тканевого материала. К сожалению, отсутствует подогрев и вентиляция. Водительское сиденье регулируется в 6 направлениях, механическая регулировка, а пассажирское в 4. Что можно сказать про приборную панель? Так это она состоит из комбинации стрелочных приборов. Также по центру расположен 5-дюймовый LCD-дисплей с дополнительной информацией. Автомобиль оснащен множествами разных систем, которые помогают водителю при вождении, в том числе системы активной безопасности ABS, ESP, системы пассивной безопасности в качестве подушек спереди и со стороны водителя, со стороны пассажира. Также есть в шторках подушки. Есть такие системы, как противобуксовочная. Также есть система, которая показывает давление в шинах. Аудиосистема состоит из 6 динамиков. Это по одному динамику в стойках и также по динамику в каждой из дверей, передних и задних. Ну, пылесос, блин. Сбоку у нас установлен достаточно удобный подлокотник, под которым имеется дополнительное пространство, где можно хранить достаточно крупные личные вещи. Здесь для всякой мелочевки, кнопочка электронного ручника, стандартный рычаг переключения передач, селектор. Имеется 2 порта USB, наверное, один для зарядки, один для подключения к мультимедии, и выход на 12 вольт прикуриватель. Здесь у нас расположены кнопки управления климат-контролем. Вот. Достаточно стандартно все. То есть вентиляция внутри салона или с улицы, обогрев лобового. Еще можно регулировать вот этими нижними. Здесь у нас пустышки, не регулируются. Над ними расположена тоже вот такая панелька, но это уже управление мультимедией. Она сенсорная у нас. Торпеда, которая выполнена под кожу. Вот у нас тут есть даже типа швы прострочены, на самом деле пластиковая. Слушай, а про подушки безопасности ты говорил, их 6 штук. А что по краш-тесту в Европе или в Китае, может быть, он проходил? В Китае она прошла краш-тест и получила 5 звезд. Давайте посмотрим, что у нас тут по мультимедии. Вот, первое тут. Тут можно управлять и отсюда климат-контролем. Домой. Здесь у нас что? Car Life поддерживается. Какой размер дисплея? Дисплей у нас на 8 дюймов. Что тут у нас есть еще? Навигация, музыка, радио по Bluetooth. Естественно, можно подключаться. А перевод мультимедийки там на русский? На русский. Давайте мы попробуем в настройках это посмотреть. Language.
только, к сожалению, английский или китайский. Ну, хотя бы английский уже неплохо. Так. Ну, в принципе, все достаточно простенько. Я здесь сижу достаточно удобно и по высоте, и по комфорту, особенно с поддержкой боковой. А давайте посмотрим, как же будет сидеться задним пассажиром. Итак, что у нас имеется? Ну, просторно. Просторно. Сразу обращается внимание, нет кармашков, как обычно это присутствует. Что можно сказать? Достаточно светло за счет того, что панорамная крыша, достаточно светло даже сзади. Ну, в принципе, удобные. Пол у нас такой полуровный здесь. Имеется USB гнездо здесь для зарядки. Какой-то кармашек тоже для мелочевочки. Задняя дверь у нас оформлена вот в таком стиле. Имеется выемка с подстаканником. Интересно, что завод производителя дает гарантию на данный автомобиль 3 года, либо 100 тысяч пробега. А цена начинается от 13 тысяч евро. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. С вами был канал со сложным названием. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если это видео наберет 1000 лайков, то мы снимем следующий обзор.